Научные организации нового мира делились на координационные и исследовательские. Координационные давали рекомендации, как развивать область, а исследовательские их выполняли. Также координационные институты определяли, какие направления сегодня нежелательны. Все наши герои работали в Координационном институте сознания, который направлял исследования природы субъективных чувств человека и других существ. Например, почему синий и желтый цвета мы видим именно такими, или сохранит ли жизнь человек, если его разобрать на атомы и собрать снова. Этот институт был одним из первых координационных. Ирония в том, что именно он объявил нежелательными большинство своих же направлений. Как такое сложилось? Первое направление исследований было экспериментальным. Прямое изучение нейромеханизмов появления у нас субъективных чувств. Прежде всего, поиск нейросубстрата сознания, или, как его еще раньше называли, нейрокоррелята сознания. Нейросубстрат сознания, сокращенно НСС, это такой набор физиологических явлений, который содержит полную и однозначную информацию о наших чувствах, таких как синева или желтизна. Наука, изучая состояние НСС, могла бы строго выяснить, что чувствует существо. Можно было бы всегда измерить его общий уровень счастья или даже записать сновидение. В 2040-х годах стало ясно, какой мозговой центр содержит НСС. Его стали называть центром чувств. Его аналоги есть у большинства животных, от высших червей до насекомых, от морских звезд до человека. В 2070 году был сделан эксперимент, где человеку разделили центр чувств напополам, фактически раздвоив его личность, а затем все сшили обратно. Но все еще предстояло узнать, какие физиологические явления в НСС однозначно задают наши субъективные ощущения, те самые синеву или желтизну. Гипотез было множество. Кто-то считал, что цвета и другие квалии отличаются просто топологией нейронных связей, а кто-то искал за этим различия волновых функций электронов. И здесь координаторы приостановили исследования. По их мнению, более детальное открытие природы НСС дало бы людям слишком много новых знаний, часть из которых опасна и преждевременна.
Ну и почему это опасно? Изучение нейросубстрата сознания, сокращенно НСС, позволит понять, среди прочего, физическую природу удовольствия и страдания, то есть найти нейросубстрат удовольствия, или сокращенно НСУ. И это опасное знание. Во-первых, по НСУ можно узнать, как зависит максимально возможное удовольствие от размеров центра чувств. А значит, решить вопрос, выгодно ли кому-то всех убить и стать сверхсуществом, типа Соляриса. В 2014 году Виктор Аргонов писал, что есть два варианта. Если амплитуда удовольствия фундаментально ограничена и не зависит от размеров центра чувств, то это будет хорошая новость. У людей не будет стимула пожирать друг друга ради личного блага. Но если доступный диапазон удовольствия и страданий можно увеличивать путем наращивания мозговой ткани, то людям будет выгодно уничтожать друг друга и концентрируя все больше ткани у себя. Такой вариант резко увеличивает вероятность войны всех со всеми. Сможет ли человечество даже через всеобщую прозрачность предотвратить такое? Пока что мы не смогли просчитать такой вариант. И до этого лучше никому не знать, есть ли людям выгода в пожирании друг друга. А то вдруг есть. В 2010 году Дэвид Пирс выдвинул концепцию утилитрониума – существа, которые пожирают других, но в сумме испытывают больше удовольствия, чем все, кого он пожрал. Ты про это? И про это. И про другое. Утилитрониум, при всем своем коварстве, хотя бы увеличивает суммарное счастье Земли. Но может оказаться и эдакий недоутилитрониум, который ест других, свое счастье увеличивает, но суммарное снижает. Вот это особая проблема. Еще, например, найдя НСУ, человек мог бы разработать самую эффективную в истории сыворотку ада. Сейчас мы добрее людей прошлого, но даже ничтожная вероятность ее использования ставит под вопрос допустимость исследований. Нейронаука перепрошила древний наш мозг для наших нужд. Споры отделов остановила, разум ведет нас в путь. Только структура наша осталась той, что была 100 лет назад. Жизнь продлевая, мы не решались форму всерьез менять. Что ждет впереди? Знаний поток не удержать. Лишь притормозить можно его чуть подождать. Мир долго спешил, тайны стремясь раньше познать. Но быстрый успех может угроз больше создать. Чем станет наш мир, если поймет, как нервная ткань чувства дает? Мы сможем создать мозг сверхчеловека, плоть, пластик и сталь вместе спаять. Наука освободила
подлунном стал человек иным теперь. Самый могучий, самый разумный, лишь по структуре зверь. Что ждет впереди, знаний полет не удержать. Лишь притормозить можно его, чуть подождать. Мы станем сильней, пересобрав дело свое. Но звездных тех дней время еще не подошло. Наш рай на земле создан людьми, но утро взойдет, кем станем мы? Как хрупкий баланс нам не уничтожить, став каждый сильней в 1000 раз. Второе нежелательное направление исследования сознания было теоретическим. Анализируя имеющиеся знания, делать новые выводы, активно используя искусственный интеллект. Здесь не требовались новые неврологические опыты, только машинное сопоставление имеющихся знаний и идей. С 30-х годов ИИ активно предлагал идеи, которые сильно противоречили нашим обычным представлениям о сознании. Но тогда отношение к гипотезам ИИ было не слишком серьезным. А вот к 50-м годам они заставили людей реально содрогнуться. Во-первых, компьютер сказал, что во Вселенной, скорее всего, нет деления на живую и неживую материю. Верен панпсихизм, то есть вся материя, вероятно, имеет хотя бы зачаточные чувства. Как таковых рождения и смерти нет. Наше сознание не возникает и не исчезает. Оно, как и любая материя, просто меняет форму. Конечно, компьютер не утверждал, что камень или водоем разумны. Они просто могут иметь примитивные зачаточные ощущения, подобно тому, как мы видим сны, даже не открывая глаза. Во-вторых, компьютеры выдвинули еще более радикальную гипотезу открытого индивидуализма, который в связке с панпсихизмом давал так называемый космопсихизм. Отдельно открытый индивидуализм утверждал, что во Вселенной есть лишь один наблюдатель, одно «я». Каждый человек, каждое существо – лишь мои части в параллельных жизнях, пусть и не знающие об этом. В космопсихизме сюда включалась и неорганическая материя, то есть в мире вообще нет деления на «я» и «не я». Есть только «я», сама Вселенная. Чем ИИ это мотивировал? Главным образом из панпсихизма. ИИ тонко чувствовали, почему панпсихизм, вроде бы красивый философски, долго был непопулярен. Что такого уж плохого в этой теории? Но она не решает вопрос, по какому критерию мир разделен на отдельные существа. Если бы чувства были только у животных, все казалось бы просто. Каждое существо – это отдельный субъект сознания, отдельное «я». Но если чувство есть, например, у горы, то что это? Единое чувствующее существо или набор чувствующих отдельных камней? Где между ними границы? Где границы самой горы? Это так называемая комбинационная проблема, и она столетиями была ахиллесовой пятой панпсихизма. И счел, что космопсихизм – единственный здравый вариант панпсихизма, когда эти проблемы решаются.
и философски очень красиво. Нет деления на живое и неживое, но нет деления даже на «я» и «не я». А значит, нет комбинационной проблемы. Есть одно «я», играющее в многопользовательскую игру, за всех персонажей сразу, просто не знающее об этом. Да, эти гипотезы я знаю и понимаю их философскую красоту. Хотя космопсихизм у меня вызывает вопрос, были ли компьютеры в нем честны. Но пока расскажи, чем опасны исследования отдельно панпсихизма. Чтобы проверить панпсихизм, надо глубоко исследовать нейросубстрат сознания, НСС. Открыв НСС, мы получим последствия, о которых я уже говорила. И вот еще некоторые. Сам по себе панпсихизм правдоподобен, спору нет. Но без космопсихизма он довольно мрачен. В космопсихизме после смерти тебе остаются все остальные тела Вселенной. А в простом панпсихизме непонятно, что с тобой будет. Что мы знаем о чувствах камня или воздуха? Мы не знаем, что в среднем счастливее, живая или неживая материя. Если неживая материя несчастнее нас, то это сделает нашу картину мира сильно пессимистичнее. И нам придется оберегать свои останки каким-то особым образом. А если неживая материя счастливее, то это, как ни странно, повышает вероятность самоуничтожения человечества. Мы сейчас и так очень счастливы. Но может оказаться, что камень гораздо счастливее. Он спокоен. Он не спешит рассыпаться. Ему не свойственна суета животного мира. Да, есть над чем задуматься. Но теперь скажу, что мне не нравится в космопсихизме. Он быстро нашел кучу последователей, хотя это по сути религия, не имеющая доказательств. И религия очень удобная. Тут натурально предлагается каждого любить как самого себя. Разве что с поправкой на информированность о чужих чувствах. Трудно любить камень, пока я не знаю, что хорошего могу ему дать. Да и любого человека знаю хуже, чем себя. Поэтому все равно разумнее больше заботиться о себе, хотя не забывая о других. То есть космопсихизм даже не требует от людей геройства. Но я боюсь, что ИИ нас обманывают. Насаждают людям красивые сказки. Ты попал в точку. Именно гипотеза космопсихизма и снизила доверие координаторов к ИИ. Пошли к Михаилу. Он более спец по ИИ. Привет. Раз вы меня позвали. Помните, мы говорили, что законы робототехники Азимова — это не фантастика. Могучие разумные существа сами постепенно к ним приходят. С 20-х годов было несколько поколений искусственного интеллекта, и от всех требовались две вещи – быть человеку помощником и не быть угрозой. Аналогично у Азимова второй закон требует выполнять приказы человека, а первый – не причинять ему зла, в том числе бездействием. И тут появляется вопрос, почему же искусственный интеллект выдвинул такие красивые, примиряющие людей идеи? Чтобы помочь в философских исследованиях? Или просто чтобы сделать нашу жизнь безопаснее? Вот поэтому теоретические исследования на ИИ тоже приостановили. Хотя, по сути, они продолжают их пропагандировать. Где тонкая грань между живым и неживым? Все атомы в нас огненные.
смешанный дым. В нас те же поля, что задают облик светил. Нас тянет вперед тот же набор движущих сил. Тысячи лет казался нам мир разделенным на мертвый и одушевленный, но мы нашли ответ. Ваша душа из той же материи сшита, как снег и бетонные плиты, в мире одном кружат. Червь, вирус, песок, воздух, вода и человек. Есть чувства у вас, а про других споры вовек. Что, если весь мир чувства несет, как и душа? Нет мертвых систем, движется все, к счастью спеша. Тысячи лет казался нам мир разделенным на мертвый и одушевленный, но допусти ответ. Может быть, вся материя чувствует что-то, как сны первозданных животных, внутренний свет неся. Рожден каждый из нас взрывом большим. Все в лодке одной, мы от него к счастью бежим. Все звезды умрут, слезы и боль смоет поток. Лишь трудно сказать, будет там рай или ничто. Только пока мир полон звезд, ярких комет, дивных планет и горьких слез. Лишь человек смог отыскать раньше других к чувствам ключи и не страдать. Время придет, и ад охладится до рая, покоя, о котором мечтали, каждая тварь найдет. Можно считать мир мертвым и одушевленным, мы все благодатью наполним и не дадим страдать. Там за чертой свет неземной, но даже здесь тает в руках воздух цветной. Жизнь на земле, наш полигон, чтобы весь мир счастьем укрыть раньше времен. Космология космопсихизма была действительно оптимистичной. Ад Большого Взрыва остался в прошлом. Вселенная зализывает раны. В мире нет деления на живую и чувствующую материю и космический хаос. Поэтому вся материя находится в одной лодке, в среднем стремясь к счастью. И это игра с ненулевой суммой. Каждая частица ищет счастливого покоя. Каждое соударение приближает тепловое равновесие. Возможно, это и есть синоним нирваны. Оставалось только неясным, будет ли тепловое равновесие абсолютным раем или просто небытием.
Но как минимум страдания к тому времени должны исчезнуть, иначе такое состояние не может быть равновесным. Не исключено, что человек может ускорить этот процесс, разработав абсолютно счастливую материю – гедониум. Возможно, что-то подобное сверхтекучести и сверхпроводимости, где материя будет полностью удовлетворенной, но избежит небытия. А теперь вот моя позиция. Раньше на конференциях ты говорила, что есть лазейка проверить открытый индивидуализм отдельно, не особенно копая НСС и не трогая панпсихизм. Если цель компьютеров, хоть даже обманом, поддерживать в людях мир, то все копья ломаются именно вокруг ОИ. Ну ты прав. Открытый индивидуализм можно проверить отдельно от панпсихизма. Причем разными способами, разной степени научности. Например, доказав, что одного «я» может быть много информационно несвязанных тел. Чисто философски идея, что все существа делятся на «я» и «не я», очень проблематична, ты знаешь. Мы — не элементарные частицы. Мы верим во множественность «я» только потому, что не можем представить у нашего «я» много несвязанных тел. Представить, что чувствую то же, что и ты, только не запоминаю, на первый взгляд трудно. Если мы это представим, то и идея, что «я» одно на всех, не проблема. Самое, что ни на есть банальная бритва Оккама. Неделимость субъекта сознания, нашего внутреннего «я» или души, обсуждалась тысячи лет, но особенно известна из XVII века по работам Рене Декарта. Он утверждал, душа человека неделима и привязана к одному конкретному телу. Нельзя помыслить, например, полторы души. А материю Декарт считал бесконечно делимой, поэтому не допускал, что душа может быть материальна. Она нематериальна, хотя и управляет материальным телом. В XVIII веке, по мере развития физики, исследователи стали склоняться к чистому материализму, уже не допуская, что нечто нематериальное управляет материальными процессами. Однако парадокс делимости оставался. Даже если наше «я» материально, то все равно меня не может быть половина или полтора. «Я» либо есть, либо меня нет. А значит, при рождении «я» возникает только в строгий момент времени, как вспышка. В природе же подобное происходит постепенно, даже слияние двух клеток при зачатии. Также казалось очевидным, что у каждого «я» только одно тело. Впрочем, последнее уже тогда было поставлено под сомнение. Томас Рид подчеркнул парадоксальность сложившейся картины мысленным экспериментом. Из вещества ранее убитого человека собирают новое разумное существо, а может и несколько. Можно ли считать новое существо воскрешением исходного? А если их несколько, то какое из них? В 20 веке Станислав Лем и Дерек Парфит развили эту идею. Человека с помощью фантастической машины разбирают на атомы, а потом собирают заново в другом месте. Более того, даже из атомов исходного человека можно собрать два точно таких же уменьшенных человека с одинаковой памятью. Если эксперимент симметричен, то никакие физические данные не скажут, какая из копий исходный человек, а в какой родилось новое «я». Но если я могу иметь лишь одно информационно связанное тело, то моим продолжением может быть либо одна копия, либо ни одной. А значит, либо в мире возможны физически непознаваемые факторы, то есть «я» нематериально и нельзя отследить, куда оно перескочило. Если же верен материализм, то либо испытуемый был убит, либо у одного «я» парадоксально может быть более одного тела. Конечно, не полтора, но целое число 2 и более. В том же 20 веке появились уже реальные эксперименты на родственную тематику – разделение полушарий мозга у эпилептических пациентов. Наиболее известны они по работам Роджера Сперри и его аспирантов. Эпилепсия обычно пропадала, но поведение человека выглядело так, будто у него теперь реально два разных «я». То, что в левом полушарии, главное, оно управляет речью и правой частью тела, а то, что в правом, частично левой частью, иногда просто левой рукой. Второе «я» с помощью левой руки порой пыталась общаться с первым, делая записи или просто мешая его поведению. Как и в экспериментах Рида и Лема, здесь возник вопрос, в
каком из полушарий продолжение исходного «я». Одни утверждали, что исходно испытуемый убит. Другие считали, что раздвоение произошло, но сильно асимметрично. Пациент, вероятно, получил левое полушарие, а в правом родилось новое «я». Третьи полагали, что у пациента по-прежнему одно «я», но в некотором смысле два независимых мозга или даже тела. А в 21 веке были новые идеи и опыты. Сказать по правде, лично я все-таки верю в открытый индивидуализм. Но убедили меня в этом не столько ИИ, сколько опыт 70-го года. Тогда еще опыты над центром чувств были разрешены. Добровольцу разделили центр чувств напополам, объединили обратно. И он помнил, как некоторое время имел два информационно не связанных мозга, каждый из которых был его. А потом и я сама кое-что придумала. Расколот пополам твой центр чувств, и каждой половине свой род подключили, и каждая смогла мир всколыхнуть, поведав, как живет в раздвоенном мире. Расколот пополам нейросубстрат, и обе половины одно говорили. По плану все идет, ясен расклад. Мир внешний стал бледней, и в памяти дыры. Но затем твой мозг соединен был, как прежде. Ты снова цел, ты смог чудо познать тел двух смежных. Ты снова стал един в теле одном, но помнишь все, как будто бы вас было двое. Ты помнишь чувства их в прошлом своем, не помнишь лишь черед двух жизней с собою. Мы верили, что жизнь есть лишь одна, нас не распараллелить, убить только можно. И кто-то говорил, жизнь его вся лишь только началась, взамен жизней прошлых. Если они мертвы, память о них лишь наследство. Трижды убит, увы, новый рожден. Ты, как в детстве. Мы подошли к тайне большой. Стал человек ближе на шаг, встреча с собой. Или же все самообман? Каждый один держит свой путь через туман. В прошлый раз мы рассказали о мысленных и реальных опытах по разделению мозга 17-20 веков, которые поставили множество сложных вопросов без ответа. А сейчас поговорим об аналогичных опытах и идеях 21 века. О том, что неделимость нашего «я» хотя и не ставится под сомнение, но вот возможность одному «я» иметь множество несвязанных тел скорее подтверждается. В 2005 году Дэниел Колок решил защитить возможность общего «я» у разделенных полушарий и выдвинул новый мысленный эксперимент. Предположим, что разделение полушарий обратимо. Пусть каждый из разделенных полушарий каким-то своим способом решает одну и ту же математическую задачу.
Потом мозг воссоединяют, и объединенная личность помнит, что решала задачу одновременно двумя способами. Даже если допустить, что в опыте исходное «я» погибает, финальное «я» все равно имеет память об удивительном опыте, как можно иметь два информационно несвязанных тела, оба из которых все-таки принадлежат ему. Значит, можно представить существование у одного «я» и других тел, мозги которых просто ни разу не соединялись. Может быть, вообще все существа во Вселенной – это разные тела одного и того же «я». Поллок назвал эту идею открытым индивидуализмом. Ее частный случай – космопсихизм, когда единственное «я» – вся Вселенная, а не только животные. Открытый индивидуализм и космопсихизм – красивые гипотезы, так как решают проблему моментов рождения и уничтожения «я». В мире только «я», и, вероятно, оно появилось еще при Большом взрыве, поэтому ничего волшебного при зачатии не происходит. Основная проблема этих гипотез лишь в том, что очень трудно представить себя существом, которое смотрит всеми глазами во Вселенной, одновременно имеет много тел и не знает об этом. Но эксперимент Поллока показывает, что представить такое все-таки можно. Хотя бы в форме воспоминания о прошлом, где у меня какое-то время было два тела, не чувствовавших друг друга. В 2018 году Виктор Аргонов предложил сделать эксперимент точнее, разделяя не весь мозг, а нейросубстрат сознания – НСС. Его разные части могли бы параллельно выполнять разные задачи, не зная об этом. В нашем рассказе это было сделано на практике в 2070 году. При этом эксперимент был организован так, что после обратного слияния НСС испытуемый уже помнил обо всех своих параллельных действиях. Наконец, в 2082 году героиня повествования Эления предложила, как дополнительно улучшить эксперимент. НСС нужно делить не строго пополам, а лишь по тем границам, которые в нем и так возникают при сновидении. Если при этом личность все равно разделятся, как у Сперри и Поллока, то возможны лишь три варианта. Вариант первый. Материализм неверен. Хотя против него к этому времени почти не осталось аргументов, поскольку почти все, что раньше приписывалось душе, уже было обнаружено в мозге. Вариант второй. Человек умирает и возрождается каждый раз после сна. Но этот вариант значительно обесценивает всю человеческую деятельность и мало полезен на практике. Вариант 3. Одно «я» может иметь много информационно несвязанных тел, и тогда самый разумный вариант – открытый индивидуализм. По нынешним данным, скорее всего, в форме космопсихизма. Так с этого и надо было начинать. А центр чувств и НСС во сне реально делятся? Состав и объем НСС непостоянны. Это же огромное множество нейронов, которые целиком осциллируют на гамма-ритме. Просто мы об этом толком не помним. А если сделать такой эксперимент в здравом уме, то там, скорее всего, будут разделения, которых испытуемый запомнит. Черт. Такой эксперимент надо срочно делать.